Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать свои впечатления, ощущения между жизнью в Турции и жизнью в Египте. Единственное, я сразу хочу пояснить, что я рассказываю свои ощущения, впечатления, свои взгляды, видения на эту жизнь, потому что если у кого-то это по-другому, не надо с вилами и факелами за мной идти. Так, первое, что я хочу сказать, во-первых, это документы. Я прожила в Турции 3 месяца, и там как раз началась вот эта вся история с усугублением документов. И большинство людей, вот сколько я здесь знаю людей знакомых, большинство все приехали из Турции сюда, потому что там начали давить всех русских, вытеснять, усложнять вот эту всю документационную историю. Я даже не стала пробовать делать визу ВНЖ, потому что поняла, что это будет проблематично. Почему выбрали Египет? Потому что здесь легче с документацией, здесь проще. То есть ты въезжаешь, на въезде платишь $25 и живешь 3 месяца. А потом подаешь документы, в принципе, тебе на полгода легко одабривают. Потом выехал, опять заехал. В Турции такого нет. Там сейчас уже за покупку квартиры нужны какие-то бешеные цифры. Ты должен купить эту квартиру задорого, чтобы тебе дали ВНЖ, и то не факт. Рабочую визу дают не всем, а туристическая только 3 месяца, и потом полгода ты не можешь въезжать в Турцию. То есть документационный вопрос, он такой. То есть здесь легче в плане документов оставаться. Я прилетела в Анталию. Это была моя первая страна, я до этого никогда в жизни не летала на самолетах, не была за границей. И я, честно сказать, офигела, потому что, то есть у меня был шок, куда идти, что делать, где менять деньги, как разговаривать. И мне помогли добраться до Мерсина, я жила 3 месяца в Мерсине. И у меня было такое состояние, я каждый раз, когда выходила, что я сейчас потеряюсь. Какие-то дома мне казались одинаковыми. Подруга, у которой я жила, она так не считала. Она говорила: ты чё? Они все разные. Это именно мой взгляд, мое впечатление было такое, что там все похоже друг на друга, и я постоянно выходила, не могла даже улицы отличить. Когда я приехала сюда, в Хургаду, у меня, знаете, с этим местом случилась любовь с первого взгляда. Мне стало все понятно сразу, где какой район, где какая улица. Я дома запоминала, то есть я просто даже проезжала на такси мимо какого-то дома по какой-то улице, я ее запоминала. Я когда проезжала там 2-й раз, я узнавала это место, думаю: о, я здесь была. В Мерсине у меня такого не было. Я могла 10 раз ходить по одной и той же улице и не узнать ее. Но это, опять же, именно мои ощущения. То есть у вас может быть по-другому. Моя подруга, которая приезжала ко мне, ей, наоборот, Турция понравилась больше, чем Хургада. Тут уже личные ощущения. У меня вот так. Я поняла, что маленькие города мне заходят больше. Здесь именно вайб Хургады мне подошел больше. У меня здесь сразу много друзей, много интересов, много занятий. То есть как-то мое место оказалось. По ценам в Турции дороже, естественно, чем в Египте. Когда я уезжала, курс был 3,2, здесь в Египте курс 1,9-2 к рублю. Но там в целом было дороже все. Квартира дороже, транспорт дороже, еда дороже. Когда я приехала сюда, мне казалось, что вот так вот можно просто деньгами делать, потому что все было... смотри, такси, например. Ты там вызываешь такси, минимальная цена, я буду говорить в рублях, потому что я до сих пор думаю в рублях, 280 рублей это было минимальное. Пусть квартал ты проедешь. Здесь я, когда приехала, я жила сначала в Аляхее, мне 20-30 минут ехать, мне такси выходило 110 рублей. То есть я еду полчаса, плачу 110 рублей. Там я еду 1 квартал, я плачу 280 рублей. То есть разница колоссальная. Но если говорить вообще в целом про транспорт, то в Турции очень организован общественный транспорт. Там очень красивые маршрутки, они чистые, там очень мало людей сидит в маршрутках. Я удивлялась, то есть вот как у нас в России, как селедку натолкали, в маршрутку, там такого нет. Там стоит чуть-чуть людей, и они сразу выходят. Там практически все места заняты. Очень чистые маршрутки, красивые. Цена была 17 лир, это где-то 60 рублей. Здесь, конечно, маршрутки дешевле. Сколько? 3,5 фунта, это 7 рублей, но они выглядят не очень, и там здесь как-то неудобно идти, постоянно надо вставать, людей выпускать, эти сиденья складывать. Если говорить про маршрутки, конечно, в Турции они более цивильные и красивые, но они, соответственно, дороже, как здесь такси. Стоит ли говорить про обмен валют?
Здесь в Египте очень просто менять валюту. Ты тут обращаешься к людям, они тебе просто на дом привозят пачку, ты им рублями перевозишь. Очень просто. Либо, если кто умеет пользоваться криптовалютными биржами, тоже очень просто через крипту менять деньги. Там в Турции мы меняли через золотую корону на карту турецкую, потому что у девочки была турецкая карта. Не знаю, какие там есть еще способы, но мне после того здесь в Египте намного проще менять деньги. Может быть, в Турции тоже есть какие-то способы более простые, но я их не знаю. Мне как-то в Турции было сложнее менять деньги, чем здесь. Здесь это намного доступнее. Я еще хочу сказать по ценам на коммуналки и так далее. Цена за коммуналку, если вообще это кому-то интересно, да, в Турции дороже, чем в Египте, но дешевле, чем в России. То есть в России вообще были конские коммуналки. В Турции я, когда приехала, я офигела от того, как это все недорого. Ну, там, условно, у нас 1002 рублей выходило на 5 человек в квартиру. А здесь еще дешевле в Египте. У меня там меньше 1000 рублей выходит. Если говорить про мобильную связь и интернет, то в Турции это очень дорого. Здесь, мне кажется, подешевле, но как-то интернет здесь хромает. Здесь в Египте очень плохой интернет, очень плохое качество. Ты даже если хороший берешь, он еле-еле грузит. В этом плане, конечно, Россия, наверное, в топчике. А здесь и дорого, и качество не очень хорошее. Погода. Я в Турцию приехала осенью, там было 28 градусов, ходила в сарафанах, было хорошо. В море я, к сожалению, не успела искупаться. Но вообще я как бы с Черного моря на Средиземное, со Средиземного на Красное. Поэтому мне в целом это море не сильно было интересно. Я так и не искупалась в Средиземном море ни разу. Вот. Но выглядело оно не так красиво, как Красное, но такое чуть-чуть зеленоватое, как будто бы. Вот, климат в целом в Турции мне было нормально, но я уезжала оттуда в январе, там уже было холодно, я уже ходила в куртках, в шапках. Ну, конечно, не как в России, но все равно было холодно. А сюда приехала, тут уже как бы в кофтах просто, ходили мы без курток. Вот, здесь сухой климат в Египте, и, то есть я с Геленджика сама в России, у нас там влажность, и у нас там в 32, в 35 ты уже потом обливаешься, тебе очень-очень жарко. Здесь, конечно, тоже жарко, но здесь как бы и градусов 38-39, и в целом комфортно. То есть, условно, если бы в Геленджике было 38 градусов, мне кажется, мы бы там умерли из-за этой влажности. Здесь это полегче переносится из-за сухого климата. Ну и море здесь потрясающе красивое. Не знаю, видно там у тебя на камеру, нет? По поводу рынков. Вот в Турции очень аккуратные рынки. Ну, сейчас объясню. То есть там вот идет 2 ряда, и все очень красиво выложены эти продукты. Они очень чистые, они очень качественные. В Турции, кстати, вообще не понимают, когда ты берешь 2 яблока. Они типа на тебя смотрят как на дур, ну типа килограмм, 2. Там берут прям килограммами. Я когда первый раз пришла, они мне наложили целый пакет лимонов. Я на них смотрю, думаю, а нахера мне столько лимонов, что мне с ними делать? А они там же лимоны, перцы свои добавляют везде. Они везде лимон, везде перец. У меня, кстати, желудок желчный болел. У меня все прошло в Турции. У меня все болячки в Турции прошли, возможно, вот из-за большого количества перца и лимона. Вот, но понятно, они там мусорят, то есть у них на пол они все бросают, все шкорки, они бросают это все на пол. Сами витрины красиво смотрятся, а на полу срач. Здесь, в Египте, ну, опять же, лично мой вкус, здесь срач везде, здесь и на витринах некрасиво лежит. Какие-то там бывают продукты помятые, немножко жизнью потрепанные. Ну, не знаю, может быть, у других другое впечатление, у меня вот такое, я захожу на рынок, такая фу. Вот. По магазинам и супермаркетам я, когда пришла сюда, я офигела от разнообразия здесь, в Египте. Ну вот, как по мне, в Турции было больше турецкой продукции, ну и какие-то такие, может, заграничные бренды. Здесь, в Египте, у меня просто разбежались глаза от разнообразия. Здесь вообще, мне кажется, любую фирму можно найти, там и китайскую, и русскую, и какую хочешь. То есть именно по странам очень большой выбор, очень большое разнообразие. Видимо, много разного экспорта, не знаю. Ну, то есть мне это сразу бросилось в глаза в первом же супермаркете, когда я попала. Есть такое или мне показалось?
Ну смотри, яйца. Яйца стоили в Турции 65 лир. Это самые дешевые были, умножаем на 3,2, если в российских рублях. То есть около 200 рублей. А здесь сколько яйца стоят? Тоже, по-моему, 80 или 90 мы умножаем на 2. Тоже около 200 рублей. Ну там 180-200. Примерно одинаково. По хлебу. Там турецкий хлеб, вот этот как батон, стоил 7 лир. Умножаем на 3. Сколько это будет? Не, ну сейчас люди плачутся, что очень дорого. Ну, понятно, относительно того, что было год-два, когда там все дешево было, понятно, что сейчас дороже. Хлеб там вот импортный, завозной тоже дороже. Я просто почему удивляюсь, потому что в России хлеб был дешевый. А что в Египте, что в Турции вот эти вот, как тостерные хлебы, ну, 100 рублей условно. Я думаю, товарищи, вы что, это ж просто хлеб, почему он такой дорогой? Молоко, ну, мне кажется, примерно вот как будто одинаково. Я веду календарь доходов и расходов. У меня на еду примерно то же самое выходит. Просто я делаю упор на какие-то продукты, которые, ну, мне подходят в данной стране. То есть я выбираю определенную линейку, ее беру, что там, что тут. Сколько ты тратишь в месяц на продукты? Это я вместе с сыном. Так. Месяц. Давай предыдущий месяц. Май. Здесь, в Египте, ну что-то у меня мало вышло. 13 тысяч рублей у меня вышло на еду и на кафе 14 тысяч. Ну, то есть я и в кафе питаюсь, и в магазинах беру. Это в рублях. 13 тысяч рублей? В долларах. А я откуда знаю? Я там посчитаю тогда. 13 тысяч рублей, 14 тысяч на кафе. Вот. А Турция... Египетских фунтов это сколько? Ну, на 2 раза меньше, разделить на 2. Ага. Если мы возьмем, ну это на двоих, на меня и на сына. Если мы возьмем Турцию, ну, например, ноябрь, ну я тут, конечно, по кафе много ходила в ноябре. Еда также, вот у меня 15 тысяч рублей, а кафе много было, 28 тысяч в кафе. Ну, мы прям с подружками что-то гуляли в ноябре. Вот. Ладно, если мы возьмем декабрь, хорошо, еды много вышло. Это из-за Нового года, вот почему. 22 тысячи рублей на еду, 20 тысяч на кафе. Вот, ну я прям там, кафе дороже, в Турции кафе дороже, это 100%, да. Дороже кальян, чем здесь, ну, понятно, что дешевле, чем в России кальян дорогой, потом Турция, потом Египет. Если мы берем вообще египетские кафешки, вот эти, где фалафели, как они там еще, кошери, вообще копейки. Если мы берем нормальные рестики, как здесь, то, ну, средняя цена в Турции примерно так же выходила. Но самое дешевое, что там можно было купить в Турции, там это 100 лир стоило, это вот уже 300 рублей. Как бы приходишь там, ну, либо шаурму, либо если бургер ты хочешь, самое дешевое 100 лир. Ну, как бы уже 300 рублей. Вот. Здесь, мне кажется, кафешки дешевле все равно. Ну хорошо, смотри, сервис, есть и рестораны. В России лучше всего, ну это все говорят. В Турции все кафешки плюс-минус цивильные. Да не, есть там, конечно, какие-то местные забегаловки, но они тоже как бы достаточно аккуратно выглядят. Здесь вот такого плана кафешки, как мы сейчас, они тоже цивильные, красиво смотрятся. Но забегаловки некоторые есть, ну прям вообще пиздец. Вот. Египет погрязнее будет, чем Турция в целом. Если мы берем улицы, там тот же рынок, некоторые заведения, Египет грязнее, чем Турция. Но понятно, что в Турции сейчас дороже в разы и проблематично с визами. Тут уже как бы вопросики. Салоны красоты тоже как бы в России лучше всего. В Турции можно было найти хороший салон, но это тоже приходилось искать. И салон, на котором мы остановились, это тоже держала русскоязычная женщина. Здесь в Египте с этим проще, потому что тут очень много русских, и ты можешь найти просто русского мастера, ну, славянского мастера, там, для ногтей, для волос, и тебе сделают хороший сервис по качеству, потому что турки плохо делают. Египтянки, я не знаю, делают или нет, я к ним не ходила, здесь к русским только хожу. Вот. Я один раз ходила на ботокс египтянки. Она 7 раз покурила, 7 чашек кофе выпила, пока мне это все сделала. Да? Ну вот. Что касается про людей.
Лично мне турки все равно нравятся больше, чем египтяне, но опять же это лично мой вкус, потому что вот я обсуждаю со всеми друзьями, которые приехали из Турции в Египет, они поголовно говорят, что египтяне лучше. Ни один со мной не согласился, все говорят, египтяне лучше. Я не понимаю, почему. Мне турки нравились. Они и на внешность симпатичные. Ну, понятно, что я с ними прям так сильно близко не коммуницировала, но я жила у подруги, которая жила 1,5 года в Турции, у нее была и турецкая няня, и много турецких соседей, с которыми она дружила. Она так тепло отзывалась о турках, что у меня это как-то на подкорку записалось, что турки хорошие. Вот. Плюс на рынках они тебе постоянно там больше дадут. Они очень любят детей. Ты идешь с ребенком, они тебе там и подарок дадут, и едой угостят, и еще что-то. Турки очень любят детей. Я все время с девчонками прикалывалась, говорила, если вы хотите себе закадрить турка, берете ребенка, и вы на ребенка его поймаете. Здесь я как бы тоже слышу о том, что египтяне тоже любят детей, но я этого не вижу. У меня как-то ощущение, что, ну, как и в России, ну, ребенок и ребенок. Я какого-то там такого дикого восторга, чтобы они скакали над ребенком, я лично не заметила. В Турции заметила, здесь не заметила. Вот ты что скажешь, как они любят детей египтяне? Чужих любят? Ну, мне, видимо, не попадает. Чем меньше ребенок, тем больше любви. Именно к маме. И что, вот ты идешь по улице, они к твоему ребенку уси-пуси? Ну, нет так, чтобы аж муси-пуси, что? А в Турции вот так. То есть ты идешь, они тебе каждый к ребеночку залезут, в колясочку залезут, на ручках поносят, занесут на кухню, покажут кухню, угостят. Там вот прям реально они мимо, спокойно, мимо ребенка не могут пройти. Здесь такого нет. Просто то, что я слышу от своих друзей, которые тоже жили в Турции здесь, насчет людей, что турки более пиздливые и более хитрые, что они, если тебя обманут, они это более хитро сделают. Тут египтяне не настолько умные, они как бы пытаются тебя обмануть, но это настолько тупо, что сразу видно. Вот такой бэкграунд. Я не заметила, меня как-то таксисты пытались поначалу обманывать, а сейчас как-то не знаю. Все равно мне больше, не знаю, у меня личная симпатия к туркам больше, что как к людям, что по внешности, что сам язык турецкий мне нравится больше, чем арабский. Арабский я вообще не различаю. Расскажи подписчикам, как ты проводишь здесь дни. Ну, как я и сказала, у меня здесь сразу очень много знакомых появилось. У меня в России за 33 года не было столько знакомых, сколько здесь. Поэтому очень большая компания, много друзей. Я хожу на занятия, английский, танцы, вокал. Хожу с подругами, ну, вот примерно по такому типу кафе, ресторанам, барам. Ну, просто сидим, отдыхаем, общаемся, кальян курим. Поначалу, когда приехала, мы тут и по клубам ходили. Но так где-то месяц-полтора походила, поняла, что мне неинтересно. Мы перестали, не ходим сейчас по клубам. Иногда компании собираются, в игры разные играют, по типу игры Элис, там слова отгадываешь, еще что-то, но это реже. А так, ну, на пляже я редко хожу, потому что, опять же, я из Геленджика, мне это море, ну, море и море, что я море не видела. Нет какой-то у меня такой потребности в море. Иногда хожу, иногда нет. Ездим по местам красивым. Первые месяца 2, наверное, я ездила по разным красивым точкам Хургады. То Эльгуна, то Сахли-Хашиш, то Марина. Ну, я прям вау, такие новые места красивые, очень ярко было, интересно. Фоткались, все снимали. Сейчас уже, мне кажется, я везде была в Хургаде по много раз. И больше сейчас просто гуляем, отдыхаем, учимся по тем навыкам, на которые пошли, и в кафе. Я сказала, да. Сейчас на лето все тичеры разъезжаются, по танцам уезжают, по английскому уезжают, по вокалу вроде остается. Все же на лето домой уезжают из-за жары, осенью вернутся. Планирую в спортзал начать ходить. Скажи, ладно, пишите вопросы, мы с Викой скоро еще появимся. Ладно, пишите вопросы, мы с Викой еще появимся, расскажем, ответим на все ваши вопросы. Из красивого места в Хургаде будем еще записывать видео. Ждите. Пока-пока. Это самый любимый дядя.
Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!